Она, видите, мягкая, очень пористая. Вот они пузырики вот эти вот все. Итак, дорогие мои подписчики, сегодня тема, которую я хотела вам рассказать, касающаяся хлеба, это как сделать пышные пузырьки, большие, знаете, как показывают в видеоканалах на ютубе блогеры, такие прям очень большие пузыри на фокаччи. Значит, что такое фокаччи? Фокаччи — это вот такой плоский хлеб, обычно итальянский рецепт, его обычно делают высокой гидратации. То есть вот это тесто у меня здесь 900 грамм воды и килограмм муки, то есть 90% воды. И делают на муке с высоким содержанием белка. Дело в том, что как раз вот этот белок, он хорошо удерживает влагу. Но при том, что у вас много воды в хлебе, из-за этого он получается очень нежный и очень пористый. Также мы сюда добавляем еще масло. У меня рецепт фокаччи в принципе есть, но я в ближайшее время сниму вам именно рецепт вот с такой высокой гидратацией, потому что здесь особое тесто получается. Посмотрите, какое оно. Видите, оно вот такое живое и как будто бы плывет. На самом деле оно не плывет, а хорошо держится. Значит, я выложила 2 часа назад вот эту фокаччу, тесто на которое стояло у меня всю ночь на балконе, прохладном, где-то около 6-5 градусов на полу было. Оно хорошо разрыхлилось, поднялось. Это у меня тесто на пшеничной закваске, и мука здесь чисто пшеничная. Дальше я занесла, хорошо смазала форму маслом, вылила сюда тесто. По форме его распределила, чтобы примерно одинаковая толщина была. И получается, видите, у меня вот здесь сейчас тоже пузырей, ну, достаточно мало. Из-за того просто, что высокая гидратация, вот все-таки пузырьки вот эти вот есть. Но нам-то хочется, чтобы вот такие прям большие были. Как это сделать? А вот есть специальный прием. Вот это вот тыканье в тесто, это не случайно. Дело в том, что сейчас весь углекислый газ находится у нас вот здесь, в толще теста. А есть прием, который вот этот газ как раз выталкивает из толщи теста и надувает пузыри. Ну, как мы жвачку в детстве с вами надували, так и здесь все это надувается. Сейчас покажу. Так, вот перед вами тесто. Вот оно, видите, в форме. Буду с нескольких ракурсов показывать, чтобы было всем все понятно. Что я сейчас делаю? Я беру масло. Обычно всегда с оливковым. У меня оливковое, извините, закончилось. Как вы видите, сейчас вот практически никаких пузырей на поверхности нет. Фокачча очень любит масло, поэтому обычно мы ее прям сверху поливаем маслицем. Руки свои обязательно маслом. Вот так. Так. Вот так руки смазываю. И что мы начинаем делать? Мы начинаем с вами вот так вот, вот такими движениями. Где-то под углом 45 градусов заводим руки в тесто. И что происходит? Так, еще хорошенечко маслом. Оливковое масло все-таки лучше. Мы выталкиваем. Видите, надуваются пузыри. Вот они, пузыри надуваются. Видите? Углекислый газ выталкиваем. Вот они, пузыри. Видите, сейчас вот пузырь надулся. Вот он. Вот пузырь надулся. Сейчас поменяю ракурс. Так, вот видите, вот здесь вот я уже потыкала. Вот они, пузыри. Вот. Вот пузырь, вот пузырь. Продолжаю дальше. А вот здесь вот я еще ничего не тыкала. Вот. Видите, погружаю пальцы. И вот они, пузыри, выдуваются. Видите? Вот. И образуются кратеры, и образуются пузыри. Прям не бойтесь это делать. Вот. Вот так мы делаем пузыри. Вот они, видите? Я хочу вам сказать, что вот эту процедуру мы делаем, когда ваша духовка уже совершенно нагрелась. То есть разогреваем ее сначала до 220 градусов. И потом, когда ставим фокаччу в духовку, уменьшаем температуру до 200 градусов и ее печем. Друзья, ну вот такая, видите, фокачча получилась. Вот такая она пузырявая, вот такая красивая. Значит, теперь смотрите еще, что очень важно. Вот эти вот пузыри, которые надуваются, они имеют сверху очень тоненькую кожицу. Вот это вот тесто, оно тонкое. Поэтому для того, чтобы оно не сгорело, чтобы у вас не было вот таких прям сгоревших сверху пузырей,
ставьте ее, вот эту форму нашу с тестом, ставьте чуть ниже середины, то есть не высоко, потому что сверху спираль у вас. Даже если вы не включите верхний нагрев, все равно она периодически будет нагреваться, чтобы удерживать температуру. И тогда вот эти пузыри, они очень быстро у вас сгорят, пока приготовится хлеб. Поэтому я ставлю чуть ниже середины духовки, чуть ниже, для того, чтобы от вот этих пузырей до верха духовки было побольше расстояния. И они были такие же красивые, румяные, не сильно сгоревшие. Сейчас она испечется, и я вам покажу обязательно результат. Мы ее с вами разрежем. Еще печь мы будем, как я сказала, сначала нагреваю до 220 градусов температуру всегда. Потом я ставлю туда хлеб и уменьшаю до 200 градусов. И дальше пеку, ну и вот эту фокаччу я минут 25 буду печь. В принципе, через 20 минут, опять же, зависит от толщины вашего хлеба. У меня здесь толщина теста сейчас 3 сантиметра, но она еще поднимется. Вот такую толщину я пеку где-то 20 минут по своей духовке. Но опять вы должны смотреть по своей духовке. Один раз испечете, увидите, узнаете, как это и как вам нравится корочка. Так вот, 20 минут она уже у меня будет готова. Еще 5 минут на большее зарумянивание, потому что мы любим более румяный хлеб. Если вы любите хлеб посветлее, ну, значит, смотрите по своей духовке, когда он зарумянится. Но печем где-то на 200 градусах примерно. Если это будет слишком или что-то не допечется на своей духовке, пожалуйста, потом уменьшайте. Все духовки разные, поэтому я не могу ручаться за то, какое время вам понадобится. Говорю всегда среднее время. Почему разогреваем сначала до 200 градусов, потом до 220 градусов? Потому что когда вы ставите холодное что-то в духовку, вот на разогревание вот этой формы и самого хлеба, самого теста, уйдет определенное время, поэтому и уйдет определенная температура, поэтому она сразу резко упадет. Если вы разогреете до 200 градусов и поставите туда, то когда вы поставите холодную вот эту форму с тестом, она у вас упадет до 180 градусов. И пока духовка будет дальше нагреваться до 200, опять хлеб будет деревянным. Поэтому вот сначала разогреваем хорошо, потом чуть-чуть уменьшаем температуру. Лишняя температура уйдет на холодную форму. Все, ставим, больше не болтаю, потом покажу результат. В результате получается вот такая фокачча. Смотрите, вот они, пузыри вот эти вот. Как вот так показать, да? Вот какие-то более высокие, какие-то менее высокие. Вот сама, вот она уровень. И вот пошли пузыри и кратеры вот такие вот. Пузыри вот эти вот мягкие, поэтому я и говорила, что они могут сгорать, чтобы вы ставили ниже. В результате они получаются более румяные, а то, что в глубине менее румяное. Но это ничего. Вы уже по своей духовке отрегулируете, как и что выпекать. Мы ее разрежем чуть попозже, она сейчас остынет. Пока горячая, я чесночком вот эти вот места жесткие натираю. Это у меня стандартная процедура. Видите, они даже вот от соли и чеснока рвутся. Сейчас я ее выложу. Сразу не пытайтесь вытащить сразу, потому что она, во-первых, горячая форма. Вы обожгетесь. Во-вторых, постояв 10 минут буквально в этой форме, она лучше выйдет спокойненько у вас. Потом ставите на решетку, чтобы она не отпотела. И все. Приятного аппетита. Вот, видите, большой пузырь какой. Даже восстанавливается из-за того, что горячее. Он поднимается обратно. Вот пузыри. Вот пузыри. Сейчас разрежу, еще покажу, какая она получилась. Рецепт такой фокаччи с большим количеством воды я обязательно размещу в ближайшее время. Самое главное, что у вас должна быть мука с высоким содержанием белка. 12, лучше 14 или даже 16 бывает. Смотрите. Ну вот, все натерла. Потом буду разрезать, покажу. Все, подостыла уже моя чиабатта. Она еще, конечно, такая, знаете, тепленькая. Ну, уже вот по краям вот так я ее вытаскиваю. Не бойтесь ничего. Хорошо, она эластичная, прекрасная. Сейчас мы ее разрежем. Вкуснятину такую чесночком пахнет. Вообще на чиабатту вот у меня тесто практически всегда стоит в холодильнике. Потому что ее делаешь, она съедается за один раз. Но я делаю полпорции. То есть здесь 450 грамм воды и 500 грамм этого. Смотрите, вот такая вот она, видите, мягкая, очень пористая. Вот они,
Вот они, пузырики вот эти вот все. Так, давайте ее разрежем. Сейчас. Прям на столе разрежу для вас. Вот. Вот такие пузыри, вот такие поры. Вот она вся мягкая. Она не будет хрустящая, потому что она маслянистая очень внутри. Это я еще по рецепту не добавляла масла вовнутрь. Обычно еще на этот добавляется где-то 40 мл растительного масла, оливкового или простого, какой у вас есть. Вот. Так что пеките, пожалуйста. Вот конкретно вот такой фокаччи я сделаю рецепт в ближайшее время на большом количестве воды. Но для этого у вас... Я тут... Для этого у вас должна быть пшеничная закваска, и для этого у вас должно быть... Что у вас должно быть? Мука с высоким содержанием белка. Тогда вы сможете испечь вот эту фокаччу. Прекрасно, вот такую вот. Вот, как сделать пшеничную закваску, я говорила, берите любую закваску, какая у вас есть. В принципе, не важно, какая у вас закваска, если вы, только не делайте безглютеновую, да. У вас ржаная, цельнозерновая, простая ржаная, пшеничная ржаная. Просто берите чайную столовую ложку этой закваски и начинайте ее кормить белой мукой. 2-3 раза покормили, все, у вас, считайте, уже пшеничная закваска. Дальше ее также кормите пшеничной, и она, вот у вас хранится второй вид закваски. Вот такой вот хлеб вы можете испечь. Желаю вам приятного аппетита. Пеките со мной, задавайте обязательно вопросы. Я на все буду отвечать. Все. Жду ваших вопросов, пожеланий, фотографий вот такой прекрасной фокаччи.